Доброе утро, красотки! В этот прекрасный солнечный денечек мы начинаем новый влог. И он будет необычный влог. Обычно я снимаю каждую неделю и показываю разные дни. Котя, ну нет, не хватай. Возьми капибару. А сейчас мне хочется показать сегодняшний наш день. Сегодня обычный четверг из нашей прекрасной жизни. Во что тут Данюшка играет? В бусики? Покажи, что это за бусики. Покажи бусики. Ты на ручке хочешь? Покажи, что у тебя за бусики. Дай посмотреть. Нет? Я, правда, немножко запозднилась. У нас сейчас уже 11 часов дня. Мы уже позавтракали и погуляли с мальчиками у нас в коттеджном поселке. Но я думаю, это ничего страшного, если я начну показывать, рассказывать то, как проходят наши обычные дни с 11 утра. Как ты в лего играешь, показать? Да, я тебя снимаю. Ну, покажи, что у тебя. Это лего. Гарри Поттер? Да. Да, это Тима, да? Какие у нас сегодня планы? Я думаю, что мы уберемся, приготовим обед, приготовим ужин, поиграем, я не знаю. Еще раз уберемся. Может быть, сходим погулять, я вам покажу наш коттеджный поселок. Вот. Ну, в целом, не знаю, что-нибудь расскажу вам, может быть, что придет в голову. Я думаю, что влог будет максимально жизненный, максимально лайтовый. Может быть, с какой-то пользой, если вдруг она откуда-то снизойдет на нас. Вот тогда не играет. Вот. Высыпать все. Вот у нас кровать одна, вторая кровать. Полный хаос дома. Да? Что там у тебя? Открыть тебе монетки? Давай. Кто читает меня в Телеграме, наверное, знает. Я уже рассказывала, что я тут решила, что мне нужно вернуться на русские социальные сети не просто в виде влогов и там маленького Телеграм-канала, да, а создавать больше контента в различные социальные сети, типа там ВКонтакте, типа там Дзен и все такое прочее. Плюс у меня и на Рутубе, и на Дзене уже подключены монетизации. То есть если я буду туда постить больше контента, то у меня будет больше денег приходить, соответственно. Да, Данюш? Вот, и сейчас я, в общем, уже вторую неделю в режиме черепахи пишу свою стратегию по продвижению. Как мне в короткий срок набрать побольше подписчиков, опачки, да, и прийти к своей цели, это заработок на рекламе. Тем более у меня ипотека скоро, так что мне очень нужен заработок в рублях для того, чтобы оплачивать мою ипотеку. Вот. В общем, не знаю, что с этим получится, что не получится. В целом сейчас продвигаться в русских социальных сетях стало проще, да, и доступнее. Просто нужно выполнять ряд действий. Вот, посмотрим, как получится у меня. Получится ли у меня реанимировать мой старый Дзен, которому уже там лет 5, группу ВК и все такое прочее. В общем, следите за новостями, подписывайтесь на мой телеграм-канал и... В общем, интересно будет, что из этого получится. У нас, смотрите, какое красивое солнышко за окошком. Покажу, как выглядит наша кухня после завтрака. Она выглядит примерно вот так. Надо сейчас разобрать посудомойку, чтобы закинуть вот эту всю посуду в стирку. Поставить на место гриль, опустить мусор вниз. Банан выкину. Там есть банан? Тебе достать? Да. Давай достану. Смотрите, у меня здесь огород. Я вот посадила. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Ну, в общем, вчера посадила. Посмотрим. Это стол у нас. Ну, в общем, прям сейчас надо, да. Памперсы. В общем, надо сейчас, да, устроить нам генеральную уборку дома. Что? Что? И цветочки. А еще, смотрите. Сейчас что я вам покажу. Вот, какая красота ко мне приехала. В общем, это мои старинные цветочки, которые я отдала маме, когда мы уезжали. Вот она мне сейчас их вернула, и я
Думаю, скоро, в ближайшее время приведу их в порядок. Но, во-первых, надо их достать, поставить наверх. Вот, приведу их в порядок, и теперь у меня будет побольше растений. А вот этот отщепенец, я его, кстати, так до сих пор и не пересадила, он дал новые листочки. Получается, каждый его росток дал новые листочки. Я это все обрежу и буду укоренять, потому что вот это вот мне все это вообще некрасиво. Мне это не нравится. Я сниму, я думаю, маленький ролик этот вертикальный про свои цветочки. В целом буду это все снимать, показывать. Так что, вот видите, смотрите, какой красивый новый листочек. Вот, так что смотрите не только мои влоги, но и также коротенькие маленькие видео. Я там буду рассказывать про свои цветочки. Это мамина шапка. Тоже мы вчера приехали, все кинули, все бросили. В общем, будем сейчас убираться. Так, я их перенесла пока сюда. Их, естественно, всех нужно будет пересадить, купить удобрения. Может быть, даже я подрежу вот эти вот, потому что, видите, какой-то весь корявый. Монстера, честно, вообще в очень плохом состоянии. Ей прям, совсем поплохело. То есть, смотрите, она у меня вегетативная, то есть у меня должны быть вот такие белые листочки. Но вот последние листочки, они практически без цвета. Вот, и не резные. Это говорит о том, что ей не хватает витаминов. То есть, естественно, вот он горшок. И я ее прям обрежу и буду укоренять. То есть она, наверное, будет, не знаю, может, я все эти обрезки сделаю и посажу их просто потом в один горшок. Вот, но все равно прям изменилось. Смотрите, комната вообще по-другому стала смотреться. Обожаю я цветы. Это будет стоять здесь у нас в комоде. Это мы сейчас на втором этаже находимся вот здесь. И вот здесь вот Тима собирает свое лего, Гарри Поттер. У него здесь Хогвартс. И мы сюда еще поставим этот Хогвартс, потому что больше его некуда ставить. Мы решили, что самое классное место у него вот здесь. Здесь будут стоять мои цветы. Может быть, кстати, вот этот цветок я поставлю вот сюда. Сейчас посмотрю. Вот. В общем, мне очень нравится. Тут, в общем, мусора всякого набросала землю. А вот принесла сейчас сюда Гаврика нашего. Его зовут Гаврик. Он будет сейчас у меня просто пылесосить. Не будет мыть полы, просто пылесосить. Даня тут вон уже с Биби со своей ходит. Я немного успела прибраться на кухне. Разобрала тут цветочки. И человек решил пойти в душ. Поэтому он сейчас там купается. А я за ним приглядываю. Я совсем не рассказывала про горшок. В общем, Даниэль отказался у нас сидеть на горшке, поэтому мы купили вот такую насадку в туалет. И она просто идеально сработала. В итоге сейчас Дане 2 года и 2 месяца. Он просится в туалет. Мы все равно еще, конечно же, используем памперсы на ночной сон. На прогулку, когда мы ходим далеко, я тоже ему одеваю, потому что один раз не одела, и мы потом пришли мокрые. В общем, а когда он ходит дома без подгузников, он всегда просится. Он, конечно, молодец. Вот, наконец-то, хоть и поздновато, там позднее, чем Тима. Тима уже в 2 года вообще не носил подгузники, вообще он даже ночью на прогулке, он просто не носил уже подгузники, полностью ходил в туалет. Но у Дани чуть-чуть попозже, в целом все дети индивидуальные. Мне кажется, что не надо заставлять ребенка, если он еще к этому не готов. Вот Даня тоже очень долго не был готов к этому, но как-то потихонечку. То мы продолжали, то мы ставили паузы. И вот видите, горшок, вообще никак, он не хотел на него садиться вообще. Поэтому мы решили, что с такой насадкой намного проще. То есть нет этого горшка, его не надо мыть. Сразу посадил, сказал какашкам чао, какао. И они смылись, просто буря эмоций, буря веселья. Смыли какашки. Вот так вот мы как-то и потихоньку приучались ходить в туалет. Это что у нас за принц? Это что у нас за принц тут покупался? Данилька? Да. Это Данилька? Да? Да. Оу!
Гаврик уже убрался на втором этаже. Вот он сейчас опустошает свой бак с пылью. И сейчас немножко подзарядится, и я его уже отправлю по второму этажу. Вот я пока тоже тут все собираю, прибираешь. Так, я себе приготовила вот такой обед. У меня здесь мидии, рис. Кстати, это супер просто бурый рис, который варится 40 минут. И помидорки себе добавила. А вон человек отказался от сна, поэтому смотрит сейчас Леву грузовичка. В общем, в последнее время Дани начал отказываться от своего дневного сна. И непонятно, какой он из дней будет спать, когда он не будет спать. Это вообще никак не предсказуемо. И я вот сейчас его попыталась положить спать, но он не захотел вообще никак. И вот сейчас весело играет с Тимой, отвлекает Тиму от учебы. У нас Тима на домашнем образовании, поэтому он каждый день учится дома. А сейчас ему Даниэль не дает. Вот, в общем, сейчас попробую, может быть, его еще раз уложить. Может, получится. Алиса, сколько время? 14 часов 7 минут. 2 часа, да, Аня сегодня проснулась около 7 утра. Ну, то есть, на самом деле, уже давно пора идти спать. Вот, ну, а если он не идет спать, вчера, например, он не пошел спать, и он заснул, ну, короче, 8 часов я его положила спать. Можно даже где-то в 7:30 положить. Ну, вот, ну и все, в целом такие дела. Не знаю, смотрим. Может быть, это все зубы, которые у нас никак не вырастут. Мне, конечно, в моменте днем очень тяжело, когда Даниэль отказывается от сна, потому что я просто хочу... Что, любимый? Ты пришел? Привет. Что это у тебя такое, рация? Да? Потому что я просто хочу посидеть, попить кофе, не знаю, в тишине хотя бы час. Просто, не знаю, перезагрузиться, заняться какими-то рабочими делами днем. Но зато вечером я его кладу... Ты куда лезешь? Ты маму раздеваешь. Зато вечером я его кладу спать пораньше. И получается, что у меня такой длинный вечер. Я работала, да? Длинный вечер такой получается. Я все успела. Кисонька? Да. Где ты ее в окошке видел? Там гуляет, да, у нас? Киски из деревни приходят, гуляют. Я пока не обрезала монстеру. Я ее решила поставить вот сюда. Конечно, смотрится так себе. Вот, но это лучше, чем если кинуть куда-то ее листочки. Вот я сейчас ее чуть-чуть полила. Заказала на Валберес секатор. И потом, как только он придет, я, в общем, это все вот так обрежу и поставлю на укоренение. Еще удобрение заказала для укоренения. Вот, а это тут пока стоит, в общем, такие листочки я здесь собрала, сухенькие, надо их будет вниз отнести. А Даня вон играет с мухой дохлой. Да? Да, Нюха. Приветики. Оля, Дани. Дани, Оля. 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 Итак, докладываю я с чайком. Даниэль не спит. Время у нас сейчас 3 часа дня. Я немножко тут все разобрала. Вот, получается, тут вода, которая сегодня пьет. Начала здесь Хогвартс Тиме ставить, но ему нужно его доделать. Что еще сегодня я сделала? Я немного привела в божеский вид Сашин кабинет, конечно, это сложно сказать, назвать кабинетом. В общем, мы хотели эту кровать собрать, точнее разобрать и убирать ее в гардеробную, но мы так, в общем, и не дошли до этого. Я уже думаю, может быть, она здесь и будет стоять, потом я какие-нибудь подушечки накидаю, и можно будет здесь валяться, например, во время отдыха, там, либо во время встречи какой-то, когда не супер нужен компьютер, например. Вот, в общем, кровать здесь стоит. Она, получается, стояла вот так, изголовьем вот здесь. Я ее сейчас повернула вот так, и она заняла намного меньше места. Вот. И стол, получается, напротив прямо окошко. Надеюсь, вот Саня сидит, работает. Может быть, и я здесь тоже начну записывать какие-нибудь видео разговорные. У меня там есть несколько идей для записи видео. Вот, и все вот будет... Так, короче, выглядит кабинет. Конечно, сюда хотелось бы что-то такое, ну, не пустые
стены, да, но пока вот мы вот так живем, у нас тоже тут спальня, тоже здесь ничего нету, ну и пока, если честно, как-то и не планируется. Максимум, что хочется, это в ближайшее время как-то организовать лучше игрушки детей, вот эта часть Хогвартса, вот, ну, в общем, игрушек у них становится все больше и больше с каждым днем, но, в общем, хочется придумать какую-то организацию. Это, я думаю, в оформлении дома и покупке новой мебели самая важная первая часть. Чего случилось? Так, Гаврик выехал на уборку, а я нам поставила аромадиффузор. Здесь у меня что-то и розовые розы, что-то, в общем, вот, пахнет вкусно. И каминчик. Салфеточки надо убрать. Кстати, еще салфетки из Аргентины. Я начала варить суп. Здесь у меня вода. Я сейчас сюда закину фарш. Вот это, кстати, фарш куриный моей мамы. У меня мама летом выращивает курицу. И вот она нам передала фарш куриный. Я сейчас половину сделаю фрикадельки для горохового супа. У меня здесь гороховый суп. И половину я сделаю котлетки вечером с тыквой, нам запеку в аэрфрайере. Сейчас, в общем, делаю фрикадельки. Здесь уже суп гороховый варится. У меня мальчики, в общем, едят, очень любят гороховый суп. Поэтому я им постоянно этот гороховый суп вот так надо сделать. Готовлю. Тимоха тут нашел коробку и пытается сделать меч, чтобы сражаться с роботом-пылесосом. Тимош, ты тут боюсь, что такими ножницами не получится вырезать. Очень толстый картон, посмотри. То есть, если ты еще там часть вырежешь, то сам нож будет тяжело вырезать. Так, супчик я почти сварила. Сейчас я сделаю огонек поменьше, чтобы он не сильно кипел. И вот пусть он доходит. Потом я накрою его крышечкой, он будет доходить. Гаврик убирается. А мы сейчас с мальчиками пойдем гулять, пока у нас хорошая погода. Сейчас время у нас... Сколько тут у нас время? Тима тут меч свой рисует. Да, время 4:15. Вот, сейчас, в общем, сходим погуляем. Смотрите, какая у нас классная сегодня погода. Это скотч у нас на окне прилип. Я как будет тепло, в общем, я помою окна. И этот скотч отрежу. Ну что, мальчики, собираемся гулять? Смотрите, тут у нас песка с ботинок сыпется. Просто жесть. Здесь все в песке. Вот сейчас Гаврик сюда заедет. Потом, когда погуляем, я вам покажу, в общем, как он справился вот с этим песком. А мы вон уже вышли. Так, смотрите, я мальчишкам купила новые сапоги. Они светятся, когда на них наступаешь. Вот туда они тоже новый костюмчик. Очень классный костюм я купила. Мне прям очень нравится. Он стоил там 200 с чем-то. Прям очень бюджетно. Вот. И сапожки тоже достаточно бюджетные. Они, в общем, светятся при ходьбе. Что у Тима, что у Даниэля. Ну, тут сейчас чуть-чуть вон видно практически. Практически не видно. Ну, вообще классная погода. Пойдемте погуляем сейчас. Сколько Алиса сказала, какая погода сейчас? +9 на улице. Так, смотрите, у нас здесь в нашем поселке есть два вида домов. Есть вот такие вот одноэтажные. И есть вот такие двухэтажные. Одноэтажные, по-моему, 65 квадратных метров. А двухэтажные 125. Вот, мы, когда первый раз жили в этом коттеджном поселке, мы здесь уже жили, мы жили вот в этом, по-моему, доме. Вот этот, да. Прям вот в этом доме и жили. Сейчас, конечно, мы в него уже не поместимся, потому что там всего лишь две спальни, но он маленький для нас, и мы поэтому сняли себе двухэтажный. Здесь все дома в нашем поселке, они под аренду, то есть я видела объявление о продаже, что здесь можно купить дом, но насколько это действительно правда, насколько здесь люди живут в своем жилье, я не знаю, потому что насколько вот со всеми... Что там? Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Большая машина, что я видела, с кем я общалась, они здесь все
арендуют. То есть этот коттеджный поселок строился просто тупо под аренду. Но объявление о продаже тоже есть. Но насколько они здесь их продали, хоть какой-то дом, я не знаю. Вот. Там еще застраивается. В общем, очень много домов застраивается. И в основном уже все двухэтажные. Вот видите, там он уже, вот там около леса, там уже дома с отделкой стоят. А вот там, вот там еще без отделки стоят. Просто какие-то коробки. Вот здесь все в стройке. Ну и проходная, вон она. Вот, то есть там все шлагбаумы. Господи, как они называются? Шлагбаумы, они все закрыты. И проехать сюда практически невозможно. Ну и плюс это то, что мы здесь находимся далековато от дорог. У нас здесь очень тихо. Здесь единственное, что летают самолеты. Но они тоже летают здесь очень комфортно. Вон, видите, смотрите, сколько домов. Вот, комфортно они здесь летают, то есть их особо не слышно. Либо мы уже привыкшие к самолетам, потому что у нас в Аргентине летали, что здесь в России, когда мы жили, тоже все самолетами было связано. Вот, так что близко дорог здесь нет. И очень классно, тихо, вон лесочек. Прям очень мне нравится. И небо красивое по вечерам. Мы с Сашей выходили пару раз смотреть. Здесь стоит экскаватор, да? Да. Тебе нравится экскаватор? Да. Большой, да? Да. А ковш у него какой большой. Ты Да. как у тебя на постельном белье нарисован, да? Да. Такой же экскаватор. Он большущий, с Да. ковшом. Да. Да. Вот здесь у нас есть пруд. Он начинает отмерзать. Он то отмерзает, то замерзает, то отмерзает, то замерзает. В общем, развлечение для мальчишек. Мы все за ним наблюдаем каждый день. Вот здесь, правда, открытая местность. Еще высоко, получается, мы находимся. Здесь прям очень сильный ветер дует. Холодно. Вот, смотрите, видите, он тут отмерз. Он такой декоративный прудик. А вот там за прудиком у нас детская площадка. Тоже такая как бы скромненькая, но здорово, что она есть. Вау, какой ручей! Ты посмотри, Данюш. Дани, все, камушки не кидаем. Не кидай камушки. Не кидай, нельзя камушки кидать. Не кидай. Такая водичка прозрачная. Кораблик. Бывает кораблик? Вот у нас тут инсталляция какая-то непонятная. Я не знаю, что это вообще такое. Тут прерывается асфальт у прудика. И вот просто идет вот такая вот гора камней. Что это, для чего это, я не понимаю. А вот здесь детская площадка. У нас тут какие-то люди притащили игрушки на детскую площадку. Самокат, вон там тоже каталки, вся песочница, всяких видяшек. Это, конечно, вообще просто кайф. Такое разнообразие с собой, во-первых, не принесешь. Вот мы сейчас вышли, естественно, у нас с собой ничего нету. А дети здесь залипают. Прям, да, они очень нравится в песочнице играть. Здесь прям песка много. Вот. Единственное, мне соседка рассказала, что тут, короче, разгромили нашу детскую площадку. Здесь вот горка была. Вот здесь что-то тоже отломали. В общем, это вот из этой деревни. Кто-то перелез через забор. И здесь разломали детскую площадку. Так что горки нет. Но Даня находит решение и катается вот с этой маленькой горочки. Вставай! Давай! Да, не очень тяжело в резиновых сапогах. Что там у тебя, нога вылетела? Да, иди сюда, давай я помогу. Он, конечно, не привык ходить в резиновых сапогах, вообще в какой-либо обуви, кроме кроксов. Вот, я когда первый раз ходила в резиновые сапоги, он так смешно в них ходил, как пингвинчик маленький. Ну вот, мальчики уже атаковали песочницу. Вот, я на солнышко сейчас присяду здесь на ручке. Мы вернулись, я уже постелила коврик сюда, он тоже грязный, конечно, ужас. Вот, но тут вот все чисто. Все чисто, все замечательно, все. Гаврик встал на свою
базу. Кстати, написал мне, что в резервуаре мало воды, она совсем закончилась. А вот эта вода грязная, она вон полная. Она очень грязная. Надо вылить будет сейчас, в ближайшее время. Я что-то замерзла и опухла к вечеру. Собственно говоря, как всегда. Сейчас буду готовить ужин. Суп мой доварился. Я сейчас мальчикам налила суп. Сейчас они покушают. Но время у нас сейчас около 6. Садись кушать. Я суп поставила. И они еще захотят есть, это 100%. Поэтому я сейчас буду нам, Саше, на ужин запекать вафли. Тыкву. А мальчикам сделаю вафли с тыквой. Вот такая у меня тыковка. Сейчас я ее разрежу. Закину в аирфрайер нам на ужин. Саше вот сюда, вот почему я, наверное, сюда вниз поставлю котлетки. Сейчас я их тоже слеплю. А сверху положу тыкву. И мальчикам сейчас запеку в гриле. Вот здесь вот у меня есть насадки для гриля. Я запеку им вафли. Смотрите, я сложила всю тыкву в пакет. Я ее солю хорошенечко. Добавляю немножко оливкового. Ой, немножко получилось. И я хочу вот такую приправу добавить. В общем, из-за того, что тыква сладкая, вот такие вот немножко остренькие перчики ей сделаю только лучше. Попробуйте. Это, правда, очень вкусно. То есть, ну, немного, конечно же. Вот, столько хватит. И потом мы берем и в пакете все перемешиваем. Смотрите, я уложила свои котлетки, потом у меня вместе в аирфрайере шла вот такая сеточка. И я сюда сейчас на эту сеточку высыплю всю свою тыковку. Вот так. И сейчас закину на 15 минут на автоматический режим, ну, на ручной режим. На 180, на 15. Все. Теперь делаю вафли. Для вафель мне нужно 400 грамм тыквы. Вот здесь вот, скорее всего, 800, около 800 грамм. Вот, то есть мне надо разделить пополам. Вот, отлично. В общем, сейчас мне ее нужно потереть на терочке. В мисочку мне сейчас надо разбить 2 вот этих вот яичка. У меня получился нос. И все это хорошо смешиваем. Теперь мы все это перемешиваем с яйцом. И потом добавляем муку. Я думаю, что полный рецепт я напишу либо в Телеграме. Я думаю, что в Телеграме я напишу, да, я оставлю ссылку на Телеграм, на рецепт вафельных тыков. Я все уже устала, короче, сегодня. Ставлю гриль сейчас подогреваться. Сейчас я поменяю пластинки. Так, все, гриль у меня раскалился на полную. Тесто получилось вот такое. И сейчас я его раскладываю. На самом деле у меня сейчас тесто получилось совсем другое, чем когда я делала пару дней назад, тоже тыквенные вафли. Вот. Оно было более жидкое, а это такое более вязкое. Поэтому сейчас не знаю, что получится. Все. У нас прозвенел таймер на 5 минут. Фу. Фу. А
они не развалились, это уже хорошо. Алиса, хватит. Вот они, наши вафельки. Я выключаю, и вот она, последняя партия в вафеле. Аня, кто приехал? Кто приехал? Пойдем скорее встречать. Пойдем? Открываем? Ты готов? Папу даже заставили танцевать под капибару. Смотрите, какой ужин у меня получился. Котлетки, тыковка и помидорчик. Он там у Сани то же самое. Но они не видны на камере. Мы вышли сейчас погулять с Шелби около нашего прудика сейчас. Там мой любимый мужчина. Шелби, не провались в прудик. Да, звезды, конечно, очень красивые. Вот не знаю, видны они или нет. Я вижу, что они видны на экране, но не уверена, что это будет видно. Но все равно их, конечно, здесь в 3 раза меньше, чем я вижу глазами. Как гуляли с собакой, нам курьер привез продукты. Сейчас распакуем. У нас закончился завтрак, поэтому мы заказали яйца. Раз и два. Потом хлебушек на завтрак. Мальчикам творожок. Блин, а где второй творожок? Вот сливочный сыр. Бананы нам положили, 3 банана. И кофе. Саня, посмотри в заказе, там 1 творог или 2 я положила. Так, у нас начался вечер. Я положила Дэню спать. Он пошел спать в 7:30, по-моему, я его положила и просто заснула, вообще моментально. Сразу же заснул. Я посидела, немножко поработала часик, и вот мы с Аней вышли погулять с собакой, прошлись. И вот сейчас, короче, у меня процедура дерсанваль. Потом я схожу в душ, полежу, отдохну и пойду спать. В общем, на март я решила себе взять у мамы вот такую штуку. Это придумал какой-то французский ученый. И смысл в том, что вот эта щеточка и в целом вот этот прибор, он активизирует рост волос. И я решила провести эксперимент, посмотрим, потому что у меня вообще волосы, они очень сильно реагируют на все, то есть особенно на стресс. Если я начинаю стрессовать чуть больше, чем положено, то все, они сразу начинают сыпаться. И сейчас они снова начали падать. Вот. Если какой-то сбой в организме происходит, то они тоже, просто вот клоки волос у меня сыпятся. Это, конечно, помогает, там всякие витамины, анализы, это все тоже хорошо, но хочется делать и тут, да, снаружи и внутри тоже. Вот, в общем, я каждый день, каждый вечер дерсанвалью волосы и раз в 3 дня лицо.
Это типа у меня курс. Вот, Darsan Valley используется курсами. Там есть курсы по 10-15. Я решила сделать курс месяц на волосы. И на лицо тоже месяц получается. Но там сколько получилось? Около 10 процедур получится на лицо. Потому что с лицом нужно быть очень осторожными. Во-первых, мы не забываем, да, что сейчас я использую для волос, чтобы волосы росли. А если ее точно так же юзать на лицо каждый день, то на лице могут волосы вырасти. То есть там, где их не должно быть, они могут вырасти. Я такое читала в отзывах, что такое было. Вот, поэтому я на лицо использую раз в 3 дня и на маленьких... я что-то уже так устала сегодня, что я уже не соображаю. На маленькой... Это не скорость, а как это слово? Мощность. Вот, на маленькой мощности. И вот сейчас после волос я сделаю лицо и пойду лежать в душ, потому что нужно обязательно использовать это на сухие волосы, сухую кожу. Вот, а потом, если я обычно делаю и не мою потом голову, сегодня я хочу помыть голову, потому что мы завтра утром едем по делам, чтобы мне утром не тратить на это время, я хочу помыть голову сегодня. Вот, а обычно, когда я не мою голову вечером, после Darsan Valley, я беру вот это вот масло для волос от Ладора, оно мне очень нравится, купила на Валбересе. Вот, оно для каждодневного использования, пожалуйста, можете его использовать каждый день. И заплетаю косичку, масло на волосы, заплетаю косичку и ложусь спать. Вот, мне кажется, что волосы стали лучше. По крайней мере, они не так сильно запутываются, как обычно. Вот. В общем, я думаю, что я на этой ноте прекрасной ванной закончу свой вложек. Вы его увидите в воскресенье, уже совсем скоро. Вот. Напишите мне в комментариях, как вам этот формат, какой больше нравится, день или неделя. Мне кажется, что этот влог получился такой полный, интересный, потому что у меня был фокус на нем. Иногда, когда снимаешь в неделю, потом такой вспомню, надо снять. И какой-то расфокус происходит, как будто бы тема не совсем раскрыта. А вот сегодня мне очень понравилось, потому что я действительно рассказала вам то, что я хотела рассказать. Плюс показала, плюс вообще в целом как-то целый день у меня был фокус на влоге. Вот, и мне кажется, что из-за этого качество влога увеличилось. Вот. Спасибо вам большое, что вы посмотрели этот влог. И я буду рада, если вы поставите лайки, подпишитесь, напишите комментарий, подпишитесь на мой телеграм-канал. Я вас люблю, целую. Не забывайте, что вы красотки. И до новых встреч!